Осознанные сновидения. Как управлять своими снами. Вы когда-нибудь просыпались в холодном поту, не в силах вспомнить, что именно вам снилось, но ощущая внутри странное волнение? Или, наоборот, пробуждались с ярким воспоминанием о чудесной встрече, полете над горами или битвой с драконом, и жалели, что все это было лишь сном? А представьте себе возможность не просто видеть такие сны, а осознавать их, управлять ими и даже выбирать, чем закончить эту фантастическую историю. Это не выдумка из научно-фантастического романа, не обман зрения, не галлюцинация. Это осознанные сновидения. Миллионы людей по всему миру ежедневно сталкиваются с этой загадкой человеческого сознания, но лишь единицы понимают, как использовать ее по-настоящему. Осознанные сновидения – это состояние, при котором человек, находясь во сне, осознает, что он спит. В этот момент разум получает контроль над происходящим, способен менять сценарий, взаимодействовать с персонажами, исследовать неизведанное пространство и даже решать реальные задачи, которые казались непреодолимыми в бодрствующем состоянии. Но как же достичь такого уровня сознания? И главное, стоит ли? Первое, что нужно понять, осознанные сновидения не возникают случайно, хотя и могут случаться внезапно, особенно в юности. Многие люди помнят моменты, когда они вдруг просыпались внутри сна и начинали осознавать, что происходящее – нереальность. Однако для большинства это остается редкостью. Чтобы превратить такие случаи в регулярные практики, нужна подготовка, терпение, самое главное – глубокое понимание себя и своих внутренних механизмов восприятия. Интересный факт. Первые упоминания об осознанных сновидениях встречаются еще в древних текстах буддизма и индуизма, где говорится о практиках осознанности во сне как о способе достижения просветления. Позднее эти идеи были подхвачены западными учеными, среди которых был и великий австро-венгерский психолог Герман Вейер, который впервые использовал термин «осознанное сновидение» в начале 20 века. Но настоящий бум интереса к теме произошел только в последние десятилетия, когда технологии позволили провести эксперименты, подтвердившие существование этого явления на научной основе. Представьте себе, в лабораторных условиях человек засыпает с установленными датчиками, и в тот момент, когда он осознает, что находится во сне, он дает сигнал движениями глаз заранее договоренным образом. Ученые фиксируют эти движения и подтверждают, что в этот момент активируются те самые участки мозга, которые отвечают за осознанность и принятие решений. Это доказывает, что осознанное сновидение не просто фантазия, а вполне реальное состояние, доступное каждому. Но если это возможно, почему же тогда так мало людей действительно умеет управлять своими снами? Ответ кроется в тренировке. Наше сознание привыкло отделять сон от реальности, а потому, чтобы начать контролировать сны, нужно приучить мозг распознавать границы между ними. Для этого существует множество методов. Один из самых известных – техника проверки реальности. Суть ее проста. Вы регулярно задаете себе вопрос «Не сплю ли я сейчас?». При этом выполняете определенные действия. Например, пытаетесь проткнуть палец сквозь ладонь или прочитать текст дважды, чтобы увидеть, изменится ли он. Если вы делаете это часто в бодрствующем состоянии, то со временем эта привычка переносится и во сны. И вот уже в середине сна вы замечаете, что текст книги, которую вы читаете, каждый раз меняется, или ваша рука превращается в туман при прикосновении. Тогда вы понимаете – это сон. Однако одного осознания недостаточно. Часто новички, оказавшись в осознанном сне, испытывают такой восторг, что теряют концентрацию, и сон рассыпается. Поэтому важно не только научиться входить в осознанное сновидение, но и удерживать его. Для этого используются специальные приемы, например, вербализация, повторение про себя «я осознал сон», «я осознал сон», фокусировка на объекте или поворот головой. Эти действия помогают стабилизировать сон и продлить его. Еще один важный элемент – ведение сонного дневника. Каждый раз после пробуждения записывайте свои сны, стараясь восстановить как можно больше деталей. Со временем вы начнете замечать повторяющиеся образы, сюжеты и знаки, так называемые сигналы сновидений. Они помогут вам быстрее осознавать сны, поскольку будут служить своего рода маяками в мире грез. Интересно, что осознанные сновидения могут быть не только инструментом самопознания, но и мощным средством обучения,
развитие творческих способностей и даже преодоление страхов. Представьте, что вы можете репетировать важную речь перед большой аудиторией, обучаться новым языкам или музыкальным инструментам, общаться с людьми, которых давно потеряли, или просто создавать целые миры, где реализуются любые ваши желания. Все это возможно внутри осознанного сна. Более того, есть свидетельства людей, которые в состоянии осознанного сновидения решили сложные задачи, нашли решение проблем, которые долгое время казались нерешаемыми. Например, один программист рассказывал, как ему приснился код, который он не мог написать в реальности, но во сне смог собрать воедино. Проснувшись, он запомнил решение и успешно применил его на работе. Такие истории не единичны. Тем не менее, осознанное сновидение – это не панацея и не игрушка. Существует ряд предостережений. Некоторые люди сообщают о нарушении границ между сном и реальностью, о чувстве оторванности от действительности. Это может быть особенно опасно для людей с предрасположенностью к психическим заболеваниям. Также важно помнить, что сны – это не просто холст, на котором можно рисовать что угодно. Они отражают наше подсознание, и порой мы можем столкнуться с тем, чего боимся больше всего. Поэтому подход к осознанным сновидениям должен быть ответственным, внимательным и, при необходимости, под руководством опытного наставника. Кроме того, важно правильно готовиться ко сну. Это включает в себя не только режим отдыха, но и эмоциональное состояние. Если вы ложитесь спать в состоянии стресса, тревоги или раздражения, велик риск, что ваш сон будет хаотичным и неконтролируемым. Зато если вы перед сном практикуете медитацию, визуализацию или просто расслабляетесь, шанс войти в осознанное сновидение значительно возрастает. Есть также несколько техник, которые помогают вызвать осознанное сновидение намеренно. Одна из них – техника Mild – Mnemonic Induction of Lucid Dreams, разработанная психологом Стивеном Лубержем. Она заключается в том, чтобы, засыпая, повторять себе: «Когда я снова окажусь во сне, я вспомню, что сплю». Эта установка формирует связь между состоянием сна и осознанием, что позволяет чаще достигать нужного эффекта. Еще одна популярная методика – WBTB – Wake Back to Bed, при которой вы просыпаетесь через 4-5 часов сна, немного бодрствуете и снова ложитесь, усиливая шансы на осознанный сон. Объясняется это тем, что в конце ночи REM-фаза становится длиннее, а значит, условия для осознанности более благоприятны. Но, конечно, без практики ничего не получится. Осознанные сновидения – это как спорт. Нельзя однажды сходить в зал и сразу стать атлетом. Нужно регулярно тренироваться, анализировать ошибки, корректировать подход и продолжать двигаться вперед. Многие люди бросают попытки после нескольких неудач, считая, что это не для них. На самом деле, успех зависит не от врожденных способностей, а от настойчивости и правильной техники. Интересно, что в некоторых культурах осознанные сновидения считаются частью духовного пути. Например, в тантрическом буддизме и шаманизме сны используются как инструмент связи с высшими силами, путешествиями в другие измерения и получения знаний, недоступных в обычном состоянии сознания. Возможно, поэтому многие современные искатели идут по этому пути, стремясь не просто развлекаться во сне, но и развивать свое внутреннее «я». Важно также отметить, что осознанные сновидения могут быть разными. Иногда человек просто осознает сон и наблюдает за происходящим, иногда он полностью управляет событиями, а иногда даже получает возможность общаться с другими осознанными сновидцами. Да, такое тоже возможно. Существует группа людей, которые договариваются встретиться во сне, используя определенные символы или место как точку сборки. Хотя доказать это сложно, тысячи таких историй подтверждают, что разум способен на гораздо большее, чем мы себе представляем. Также надо упомянуть, что осознанные сновидения могут быть полезны в терапевтических целях. Например, при лечении ночных кошмаров. Если человек осознает, что кошмар – это всего лишь сон, он может изменить его исход, победить страх или просто проснуться с чувством контроля. Это уже используется в некоторых методах когнитивно-поведенческой терапии. А теперь представьте себе, вы входите в сон, знаете, что спите, и решаете отправиться в путешествие. Вы можете выбрать любое место, будь то парк вашего детства, далекая планета или дом, которого нет в реальности.
Вы летите над океаном, встречаетесь с любимыми людьми, решаете головоломки, пишете картины, создаете новые миры. И все это – ваша реальность, созданная в одну ночь. Но как же начать? Вот основные шаги. Заведите сонный дневник. Регулярно выполняйте проверки реальности. Узнайте и попробуйте различные техники индукции. Подготовьтесь к сну, успокойтесь, расслабьтесь, настройтесь. Не сдавайтесь после первых неудач. Это процесс, требующий времени. И самое главное – будьте осторожны. Осознанные сновидения – это не просто забава. Это мощный инструмент познания себя, мира и даже Вселенной. Он открывает двери в подсознание, где живут наши страхи, желания, таланты и потенциал. Но, как и любой инструмент, он требует уважения, понимания и аккуратности. Если вы досмотрели до этого места, значит, вас действительно заинтересовала тема. Возможно, вы уже задумываетесь о том, чтобы попробовать. Или, может быть, вы уже пробовали, но не получилось. Не беда. Главное – начать. Возьмите ручку и блокнот, положите их рядом с кроватью. Завтра утром запишите свой первый сон. И пусть каждый следующий день приближает вас к тому моменту, когда вы впервые осознаете сон и станете творцом своей реальности. Вселенная полна тайн, но некоторые из них находятся совсем рядом, за гранью сна. И только вам решать, готовы ли вы открыть эту дверь. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.